Приветствую вас, дорогие друзья! На моем канале уже довольно давно не выходили никакие видео, поэтому сегодня я хочу с вами поговорить про прокрастинацию. Правильно вроде сказал. Простыми словами, прокрастинация – это склонность откладывать дела на потом, что приводит в том числе и к психологическим проблемам. Когда мы знаем, что нам нужно двигаться из одной точки в другую, но по какой-то причине мы не делаем даже самые простые действия для того, чтобы туда прийти. К примеру, вместо того, чтобы написать сценарий к видео, я начинаю заниматься какими-то ненужными вещами. Например, перебирать книги, либо еще какие-то маловажные дела. И в итоге не дохожу до той цели, которую я себе обозначил. При этом, конечно же, любой человек, который склонен к прокрастинации, испытывает на себе это небольшое психологическое давление. Когда ты становишься недоволен самим собой в силу того, что ты головой понимаешь о том, что тебе нужно это сделать, но по какой-то причине ты этого не делаешь. Сегодня я хочу поделиться с вами 5 способами, лайфхаками, как удобно называйте, которые помогли мне избавиться от прокрастинации. Итак, погнали! Первое, с чего хотелось бы, наверное, начать, от того, как появляется вот эта прокрастинация. Все мы, наверное, знакомы с такой ситуацией, когда мы хотим заняться спортом, начать читать новую книгу, заниматься каким-то делом, но выбираем себе какую-то реперную точку, например, с понедельника, с нового месяца, с нового года и так далее. В итоге что происходит? То есть, например, мы запланировали то, что мы начнем новую жизнь, так сказать, с Нового года. Потом мы думаем, ну вот сейчас еще январские праздники, немножко подождем. Ну, начнем с февраля. И так месяц за месяцем, год за годом мы откладываем то, что действительно важно для нас с точки зрения, может быть, какого-то личностного роста, финансового, духовного и так далее. В результате мы тратим очень много времени. А я бы хотел сделать акцент именно на важности времени, так как это единственный ресурс в нашей жизни, который мы не можем получить откуда, и он невозобновляемый, как, например, еда, вода, и деньги там, и другие ресурсы. Поэтому время очень важно, и вы должны понимать о том, что каждое ваше промедление, оно вас отдаляет от результата, и мы ведь не знаем, сколько нам суждено существовать в этом мире. Поэтому время – это важный ресурс. Многие люди начинают себя оправдывать, тем самым себя обманывая, говоря, что мне еще нет 30, у меня еще вся жизнь впереди, вот там этот человек в 40 лет добился результата. Но я хочу вам сказать то, что повторить чужой успех практически невозможно, так как он состоит из нескольких частей. Первое – это подготовка, второе – это возможность, которая появилась, и третье – это действие. И для достижения успеха нужно, чтобы все три этих пункта, они совпали. Поскольку если вы не готовы, то даже появится возможность, и вы захотите действовать, то из-за отсутствия подготовки вряд ли что-то получится. И, например, наоборот, если вы тщательно, долго готовитесь, так называемый синдром вечного студента, и потом даже увидели эту возможность, но не сделали никаких действий, то понятное дело, о каком успехе может идти речь. В связи с этим я бы хотел сказать о том, что первым пунктом будет у нас являться это осознание о том, что время – это очень важный ресурс, и о том, что он ограничен, и у нас есть определенный промежуток, за который нужно все успеть. И также в дополнение к этому первому пункту я бы хотел обозначить о том, чтобы вы научились расставлять приоритеты. Например, для достижения вашей финансовой цели вам необходимо сделать отчет, либо проанализировать какое-то событие. И параллельно с этим ваш знакомый просит вас сделать какую-то услугу, которая не важна ни ему, ни вам. И вам нужно выбрать между этими двумя вещами. Так вот, дополнением этого пункта будет то, что нужно уметь расставлять приоритеты. И в приоритет нужно ставить дела, которые приводят вас именно к достижению ваших целей, а не чьих-либо еще. Второе, что очень важно, это умение сочетать работу и отдых. Прокрастинация, эмоциональное выгорание и тому подобное зачастую происходит из-за того, что мы не умеем разграничивать работу и отдых. Например, в моем случае, когда я полностью погружаюсь в какой-либо проект, я работаю и в будни, и в выходные, и тем самым через какой-то промежуток времени, понятное дело, энергия немножко падает, поэтому нужно отдыхать, и отдыхать нужно правильно.
То есть мы должны выбрать отдых максимально, который восстанавливает наш запас сил, энергии. Это не поход в клуб или в бар, где после такого времяпровождения потом целый день будешь валяться на кровати. Кстати, на канале у меня есть видео про алкоголь, кому интересно, можно посмотреть. Я говорю про отдых, который позволит вам зарядиться, например, погулять в хорошую погоду на природе, сходить в парк, либо просто посетить новое место, при этом желательно отключить телефон, чтобы полностью погрузиться вот в эту атмосферу, посмотреть, как живут другие люди, желательно в другом городе, что там интересного, и потом вы зарядитесь новыми эмоциями, новыми знаниями, которые сможете предпринять в своей жизни. Третье, на первый взгляд, покажется банальным, тем не менее, начните заниматься спортом. Недаром есть такое высказывание: движение – это жизнь. И когда вы занимаетесь спортом, улучшается кровообращение, в результате чего мозг получает больше кислорода, начинает более эффективно работать. Помимо этого, есть всем известный факт о том, что при занятии спортом выделяются эндорфины, так называемые гормоны радости. Все это в совокупности поможет настроиться на рабочий лад. Помимо этого, когда вы занимаетесь спортом, например, бежите, либо даже занимаетесь в тренажерном зале, вы, как правило, погружены в свои мысли. И это отличная возможность для того, чтобы осмыслить те действия, которые вы делаете сейчас. И, может быть, в вашей голове могут родиться новые идеи, которые вам помогут, опять же, для достижения ваших целей. Ну и, конечно же, помимо занятия спортом, очень важно следить за своим здоровьем. Когда вы заболеваете, у вас уже нету достаточной сил и мотивации для того, чтобы двигаться к своим целям. Поэтому очень важно следить за всеми аспектами вашего здоровья. Кстати, на моем канале скоро выйдет видео про гаджеты, которые позволяют мне следить за своим здоровьем. Если интересно, подписывайтесь на канал, скоро оно выйдет. В списке будет являться планирование. Да, это тоже банально. Тем не менее, если вы начнете четко представлять ваши цели как минимум на год, на месяц и на день, то вам намного будет легче их достичь, плюс у вас будет мотивация. Я рекомендую вам вести 3 списка. Первый список – это цели на год. Далее мы эти цели на год разбиваем помесячно. И каждый месяц составляем еще один список по достижению этих целей. И список, который мы подготовили на месяц, мы разбиваем по неделям. И, соответственно, недельный разбиваем по дням. И в день наша задача будет с вами выполнить как можно больше пунктов из нашего списка. Тем самым каждый день мы будем себя приближать к достижению нашей цели. Единственное, что цели ежедневные, они должны быть достижимы. То есть не нужно себе писать список из 50 задач, где одна из задач прочитать, например, книгу. Понятно, что это нереально. Поэтому пишем 10, максимум 15, и каждая из этих задач должна быть достижима в течение этого дня. Почему планирование очень важно, и разбивать большую цель по маленьким целям – это более эффективно. Например, мы решили с вами прочитать книгу. Она 400 страниц, и она не особо интересна, но она нам нужна для, например, карьерного роста. Как только мы начинаем думать о том, что нам нужно прочитать вот эту большую неинтересную книгу, понятное дело, у нас мотивация падает. А если мы ставим себе ежедневную задачу прочитать минимум 5 страниц, либо прочитать полчаса, то в течение 2-3 месяцев, я думаю, что эта цель будет достигнута. И тогда вы испытаете действительно крутую мотивацию, будете довольны самим собой. Пятым пунктом из нашего списка будет чтение книг, либо прослушивание аудиокниг. Во-первых, это расширяет кругозор, что в принципе полезно. Во-вторых, вы для себя можете подчеркнуть какие-то новые мысли, которые, опять же, приведут вас к новой идее или дадут вам мотивацию. В-третьих, многие говорят об окружении, о том, что его нужно менять, общаться с более эффективными людьми. И как раз одной из этих возможностей будет прочтение книг каких-нибудь высокоэффективных людей. Тем самым они станут для вас своего рода ментором в достижении ваших целей. В свою очередь, я бы хотел порекомендовать вам книгу Оскара Хартмана «Просто делай». Это действительно книга, которая заряжает и которая дает мотивацию. Сейчас плюс-минус процитирую одну фразу из этой книги. Разница между Оскаром, который был в молодости беженцем в Германии, и Оскаром, который сейчас владеет несколькими крупными корпорациями, это всего лишь 5000 галочек, то есть 5000 простых действий.
Он ежедневно систематически выполнял действия для достижения своих целей. И в результате он их достиг. Я думаю, что это под силу каждому. Я перечислил 5 пунктов, которые, на мой взгляд, позволили мне избавиться от прокрастинации. Поэтому вы смотрите это видео. Если это видео вам понравилось, ставьте большие пальцы вверх. Обязательно подпишитесь на мой канал, для того, чтобы дать мне немножко мотивации продолжать записывать видео. Помимо этого, я хочу, чтобы вы написали, может быть, какие-то ваши методики, ваши мысли. Может быть, вы знаете какие-то способы, которые позволят победить прокрастинацию. И люди, которые посмотрят это видео, получат намного больше информации. Ну а я, в свою очередь, в ближайшее время запишу вам видео о своем новом проекте, который как раз-таки долго откладывался из-за прокрастинации, и сейчас я дал ему старт. Так что подписывайтесь на мой канал. Всем желаю максимально эффективного времяпрепровождения, финансового благополучия, достижения целей. До новых встреч. Пока.